13 марта бросьте щепоточку соли на пол в своем доме или квартире и скажите эти магические слова. Уберете любой негатив и привлечете и откроетесь энергию достатки и благополучия. Почему именно в этот день, 13 марта, воскресенье, нужно провести эту практику? Как ее правильно сделать, далее в этом видео. Вы знаете, друзья, 13 марта – это день покаяния, прощения и огромной любви. Поэтому постарайтесь в этот день, 13 марта, повлиять на мир вокруг вас. Конечно же, иногда это очень сложно, особенно в наше сейчас время, в котором мы с вами все находимся. Но все равно нужно быть сильнее и наполнитесь приятной, созидательной энергетикой. Вы поймете, что сегодняшнее счастье состоит из всех прошлых неудач, которые случились в вашей жизни. Поэтому прямо сегодня, 13 марта, цените время здесь и сейчас. Все мелочи, которые с вами случаются, сегодня радуйтесь им. Сейчас вы переходите на новый этап развития, а для повышения квалификации пора посетить несколько обучающих курсов, поэтому именно сегодня подумайте над этим. Будет время, обязательно посмотрите в интернете и запишитесь в группу или на онлайн. Дополнительные сертификаты и вообще обучение не будет лишним для вас. Если для лучшего результата вам нужна новая техника, то не пытайтесь экономить. Возможно, вам пора задуматься над тем, что вам нужно приобрести новый смартфон или электронику. Знаете, если в этот день пришла вам эта мысль, эта идея, значит, вам так нужно поступить. Подумайте над тем, как вы можете заработать деньги, потому что с новыми возможностями работа будет выполняться намного быстрее и качественнее. Если вы являетесь руководителем проекта, то подумайте над тем, чтобы в ближайшее время оплатить обучение для своих сотрудников, потому что им, скорее всего, явно нужна помощь в некоторых вопросах. Но сначала, конечно же, спросите у своих коллег, у своих подчиненных, в каких сферах они хотели бы пройти обучение. И, конечно же, обучение должно происходить с примерами и в виде презентации. То есть, знаете, не как когда-то в институте пришел лектор, отчитал лекцию и все попрощались. Нет, должно быть интересно, и чтобы эта информация действительно принесла вам пользу в будущем. Лучше всего весь материал нужно будет сохранить, возможно, он вам пригодится для того, чтобы вспомнить и вернуться, или для новых, например, сотрудников. Также сегодняшний день подходит для продолжения всех своих дел, но ни в коем случае не начинайте ничего нового с нуля, это очень важно. Скорее всего, дело или проект не выстрелит и прогорит в нынешнее время. Лучше всего продолжайте заниматься тем, чем вы занимались раньше. Там ждут вас точные достижения, да и такие, что со временем это принесет вам деньги. Сегодня старайтесь приносить людям радость, уделяйте своим вниманием, дарите улыбки. Это очень важно, особенно в наше тяжелое, темное время. И ваше хорошее настроение подарит возможность людям успокоиться. Постарайтесь выслушать человека и убедить в том, что не так все плохо в этом мире, как показывают наши телевизоры и корреспонденты в новостях. И вообще сами и всегда фильтруйте услышанную информацию. Сейчас многие окружили себя нервозностью и чувством беспокойства. И, соответственно, человек становится вялым, нервным и не понимает, что в реальности происходит в его мире и вокруг него. Выполняйте сегодня домашние дела. Уборка и готовка хорошо отвлекут вас от плохих мыслей. Можно сегодня приготовить что-то вкусненькое. Посмотрите в интернете на новые рецепты, например, от самых легких до более сложных, потому что семья точно будет в восторге от ваших экспериментов, особенно если будут готовиться сладости. Но, пожалуйста, не перестарайтесь. Потому что сейчас все-таки время подходит для разгрузочных дней и даже голодовки. Таким образом, вы сможете предотвратить ряд заболеваний и выведете шлак из организма. Этот день может принести вам радость, если у вас есть зависимость от чего-то. Также сегодняшний день подходит для избавления от пагубных привычек.
Сигареты, алкоголь, сахар, пора с этим заканчивать. Есть понимание того, что это вредно и не приносит никакого здоровья организму. Пора побаловать себя, нужно решить вопрос здесь и сейчас и забыть этот период как страшный сон. Если в окружении есть люди, которые имеют сложности с вышеперечисленным, постарайтесь повлиять на них тоже, потому что такое окружение не приведет к чему-то хорошему. Наберите в свой круг общения только здравомыслящих людей, тех людей, которые не имеют вредных привычек. Конечно, в нашем современном мире это, наверное, очень сложно, но все-таки нужно попытаться. И вы удивитесь, как быстро сами сможете поменяться. Хорошо сегодня заниматься сельскохозяйственными делами. Если вы живете в городе и не имеете такой возможности, пора отправиться в село на выходной. Там вы точно найдете себе работу. Возможно, это будет поездка к родственникам или друзьям, которые разводят, например, домашний скот или курочек. В деревне тихо и спокойно, и можно подышать свежим воздухом, выпить воды с колодца, посмотреть на простых обычных людей, добрых, которые помогают друг другу. После таких поездок всегда появляется мысль о покупке дома где-то далеко. Создание условий для жизни и провести там старость. Молодые семьи могут открыть там бизнес по изготовлению, например, чего-либо. Жизнь в деревне не так уж и плоха, как это было раньше. Подходит день также сегодня для регулирования вопросов с официальными представителями, государственными учреждениями. Официальные документы вы можете сегодня получить без особых трудностей, что является редкостью. Также обращаем ваше внимание, постарайтесь сегодня все подписать и забрать. Сегодняшний день подходит также для воспитания детей и внуков. Вы прекрасно понимаете, что криками проблему или вопрос не решить. С ребенком нужно быть ласковым и объяснять, как правильно нужно себя вести. Это очень сложно, но мы с вами взрослые люди, и только мы, когда разговариваем, ребенку объясняем, таким образом он понимает, как же ему поступать. Также вы можете посмотреть несколько мультфильмов, которые несут именно поучающую историю. Дети очень любят мультики, а значит информация частично будет восприниматься, а дальше дело только за вами. Никогда не сравнивайте ребенка с другим. Это очень влияет на детскую психику. Каждый ребенок, помните, он индивидуален, он необычный, он со своим характером, мыслями, со своим поведением. Нельзя всех сравнивать под одну гребенку. Старайтесь все общения с детьми перевести в игру. Даже если вы родитель, позвольте малышу почувствовать, что вы друзья. Так вы сможете стать ближе друг для друга. Узнайте все тайное и сокровенное. Но смотрите аккуратно, не перестарайтесь. Если вы планируете бракосочетание, сегодня очень хороший день для закрепления брака. Продумайте свою свадьбу в деталях и как можно ярче отпразднуйте. Пусть всем присутствующим запомнится этот день не только в фотографиях, но и в эмоциях тоже. Закажите хороших ведущих. Конкурс очень разрядит обстановочку. Пусть будут и организаторы. Вы должны быть уверены, что все пройдет легко и естественно, без напряжения. Это очень важный день для вас. Подготовьте сюрпризы для гостей. Пусть эта свадьба удивит всех присутствующих. Сделайте что-то такое, чего не видели у других никогда. Возможно, это будет танец молодоженов, но, например, в необычных костюмах, не свадебных, нарядных, а также с необычными какими-то движениями. Сегодня можно придумать и креативный торт или украшение зала. Родители молодоженов тоже должны отличиться, без вас никуда. Идеи и креатив вашей в семье – вот та самая изюминка. Ну а по лунному календарю, друзья, у нас сегодня 11-12 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Рак. Вы знаете, в какой-то степени мы уже и говорили в начале видео, что все-таки сегодня более пассивный отдых. Но все-таки сегодня попытайтесь гармонизировать взаимоотношения в семье.
Пользу принесут приятные сюрпризы, а также постарайтесь поговорить на какие-то актуальные темы. Но не пытайтесь довести это все до скандалов или до ссор. У каждого свои есть восприятие этого мира и понимание той или иной ситуации. Также сегодня вас могут попросить о помощи. Не отказывайтесь, в дальнейшем сами получите избавление от какой-либо проблемы. И именно сегодня, 13 марта, проведите следующую практику. Она поможет вам открыться денежному потоку и избавиться от всевозможных проблем. Возьмите щепоточку соли и бросьте на пол. И скажите следующие слова. Соль бросаю, беды выгоняю, любовь в радость, добро привлекаю. Как соль чиста и бела, так и моя жизнь прибыльна и изобильна. Истинно да будет так. Эту практику, друзья, мы проводим с вами 13 марта в любое время суток. А уже 14 марта в первой половине дня возьмем веник, совок, все сметаем и выбрасываем все в унитаз. Нам нужно эту соль именно смыть водой. Если вы живете не в квартире, и у вас нету где смывать, то в таком случае возьмите соль в руку, налейте воды и сначала, во-первых, веником все сметите, после этого возьмите в руку, в другую руку возьмите ковшик и 14 опять же числа смойте эту соль со своей руки водой. Вот такая, друзья, практика, которая поможет вам в этот день, 13 марта.